Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. Мы уже с вами придумали название проекта, а значит пора внести его в FontInfo, в котором хранится вся информация о нашем шрифте. В нашем с вами случае, в текущем времени, конкретно у этого шрифта уже есть название, поэтому нам особо его придумывать-то и не нужно. Он называется журнальное рубленое, мы делаем своеобразный цифровой ревайвал этого шрифта в рамках этого проекта, поэтому мы так его и назовем. Журнальное рубленое. А раз у нас он вариативный, то мы его назовем журнальное рубленое и VF, как мы с вами уже прописывали ранее. Лучше все-таки первое время рисовать шрифты в стол. То есть вы его нарисовали, вы набили руку, вы молодцы, вы можете какую-нибудь открытку им набрать, что-нибудь там на своем компьютере поделать. Ну и на этом, собственно, мы пока и ограничимся. Нарисовали еще какой-нибудь шрифт. Тоже пока он у нас лежит на компьютере, потому что это всего лишь только набивание руки. Я, прежде чем выпустить свой шрифт Rare, про который я уже неоднократно говорил, я прошел большой этап. Где-то в районе 6 лет прошел вот такой вот диапазон между тем, когда я только начал изучать шрифтовой дизайн и выпустил свой шрифт. 6 лет — это очень большой срок. За это время я сделал всего лишь один шрифт. И что это вообще за процесс такой был? Я изучал создание букв, как они выглядят. Я изучал шрифтовой софт. Я сделал около 30 или даже больше разных проектов, таких получерновиков, полуготовых шрифтов, помимо, допустим, вот этого, в различных начертаниях. То есть я везде чуть-чуть попробовал. То есть я набивал руку, делал заготовки, чтобы набраться опыта. И когда у меня опыта уже стало действительно много, я прям собрался и выпустил полноценный шрифт. Конечно, я мог сделать это и раньше, мог сделать это в течение первого года, но, скорее всего, качество того шрифта, который бы я выпустил, было бы, ну, прям очень плохое. И я вам даже больше скажу. Вот прошло полгода с момента, как я его выпустил. За вот эти 6 лет там я над ним работал, ну, год, наверное, суммарно. Я сейчас на него смотрю, и я вижу всякие косяки, которые я бы сейчас бы уже не допустил. Потому что каждый год ваша насмотренность улучшается, вы узнаете больше, и с каждым годом ваш, скажем так, профессионализм становится лучше. Поэтому сильно гнаться за тем, чтобы сразу выпустить свой первый шрифт, я бы, наверное, не стал. Результат будет так себе, кому-нибудь там из знакомых дать его, чтобы попечатал свои там открытки, подписи сделал, вполне можно, почему нет? Они вообще не разбираются в шрифтах, для них это будет супер красиво. Но когда вы покажете шрифт какой-нибудь шрифтовой общественности, она достаточно такая внимательная, они, конечно, очень хорошенько по нему пройдутся, поэтому я бы делал это аккуратно и не сразу. Вот. Итак, мы с вами определились с названием шрифта, и теперь пора внести эти данные в сам шрифт, чтобы он уже имел какое-то официальное имя. Для этого нам нужно перейти в информацию о шрифте, и для этого мы заходим в файл, FontInfo или нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-Alt-F. Открывается окно, в котором мы можем настроить различные характеристики этого шрифта. Нас пока интересует первая вкладка под названием Names. Что нам здесь нужно? Ну, во-первых, вот здесь в вкладке Family Name мы пишем журнальное рубленое. То есть журнальное рубленное. Вот. Ну и можно еще добавить вот такой маркер, вариативный шрифт. Отлично, мы это набрали, написали. Что дальше? После того, как мы его здесь прописали, нам нужно теперь изменить вот эти параметры. То есть вот эти параметры отвечают за его характеристики. Сейчас на всякий случай их применю. В первую очередь мы с вами рисуем начертание bold. А bold — это конкретное значение. И поэтому желательно его нам здесь изменить. С обычного на bold, у которого вот здесь цифра 700, об этом мы поговорим попозже, сейчас нас пока это не интересует. Класс ширины normal, то есть это обычная ширина, он не узкий, он не широкий, он просто обычный. Наклоны и различные какие-то характеристики здесь отсутствуют, это обычное прямое начертание. Поэтому вот это мы все выставляем, то есть только вот это и вот это мы трогаем. Дальше. Вот здесь стиль нашего шрифта, и вот эти вот параметры тоже нужно обновить. Их можно прописывать вручную, но это неудобно. Зачем? Когда можно нажать вот сюда, Build Names, и он у нас автоматически подтянет все те значения, которые основываются на первой, на второй, на третьей вкладке и так далее. Вот. Ну и название мастера нам тоже нужно изменить. То есть, чтобы вот здесь у нас было написано Bold, нам нужно написать, соответственно, Bold. Потому что у нас в будущем вариативный шрифт будет иметь разные начертания, и нам нужно, чтобы Regular
и Bold не перемешивались между собой. Поэтому пишем сюда Bold, жмем Apply, особо ничего не поменялось, жмем ОК, и теперь смотрим в верхний левый угол. Теперь вот здесь вместо безымянного шрифта у нас написано журнальное рубленое. Ну и Bold — это начертание непосредственно. Жмем Ctrl-S, чтобы сохранить эти изменения. И в целом шрифт у нас готов к дальнейшей работе. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.